Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и сегодняшний мой собеседник – политолог-эксперт Руслан Сафаров. Здравствуйте! Максим, приветствую вас и, конечно, всех наших зрителей с прошедшим Днем Великой Победы всех. Руслан, индо-пакистанское противостояние. С одной стороны, один из крупнейших покупателей российских энергоресурсов, который в том числе ориентируется на Соединенные Штаты. С другой стороны, Пакистан, который не брезговал продавать вооружение некоторым странам, так сказать, из-за чего не может сейчас вести спокойно конфликт. Как вот этот вот конфликт может влиять вообще на энергетические рынки и чем он нам грозит? Ой, Максим, это на самом деле, вот на первый взгляд посмотришь, конфликт простой, как 2 копейки. Знаете, как чужую беду разведу руками, да? Но на самом деле, во-первых, 78 лет конфликту. В 2027 будем отмечать уже 80 лет. Это же история заскорузлая и сложная. Это первое. Второе, самое важное. Почему, собственно говоря, сейчас это все начинает немножко так оживать, в плохом смысле. И, во-вторых, при чем здесь, собственно говоря, Россия, как это может на нас повлиять? Давайте разбираться. Где-то года 2 назад начались очень интересные соглашения между Индией и Евросоюзом о том, что начнется транзит, новый логистический путь будет выработан через Аравийское море, через Аравийский полуостров, через Израиль, Средиземное море в Европу. Потом, по совпадению, 7 октября 2023 года Хамас начинает боевые действия против Израиля. Ну, дальше вы все знаете, там уже, так сказать, скоро будет 2 года, как там кровавая чудовищная баня. Это первый момент. Второй момент. У нас очень серьезно оживился за последние 3-4 года проект коридора Север-Юг. И здесь тоже как-то вот стали вопросы по Закавказью, там много всего разного происходило, причем во всех 3 республиках. В Иране разные интересные процессы начали оживать. И опять у нас одно из направлений этого логистического маршрута – это, собственно говоря, Индия. И вот здесь, собственно говоря, еще один момент. Где-то примерно полгода назад оживился проект ТАПИ. Это транзит газа, трубопроводный, должен быть серьезный проект, который позволит соединить туркменские месторождения газа через Афганистан и Пакистан с Индией. И последняя вишенка на торте, я сейчас все вводные введу, а дальше нам будет проще просто разбираться. Последнее направление – это, собственно говоря, еще один газовый коридор, который должен был быть простроен. Это уже теперь из Ирана через Пакистан опять в Индию. И теперь уже совсем последняя вишенка на торте – это заявление, которое сделал Владимир Путин буквально там полгода назад о том, что вот сейчас у нас очень серьезно будет развиваться российско-иранские взаимоотношения в области, в том числе газа, и в том числе прозвучали цифры там сначала с иранской стороны, потом с нашей стороны, что до 150 миллиардов кубов вообще может быть как-то поставляться через такой иранский хаб. Вот теперь, когда мы всю эту картинку нарисовали, а теперь, когда у нас эти все вводные имеются, давайте разбираться, а что, собственно, происходит. Почему вдруг неожиданно, уже там лет 20 как-то все друг друга, конечно, сильно не любят, кушать не могут, но как-то не доходило до такой вот бойни. Что произошло-то? А, собственно говоря, есть ощущение, что вот эти все направления, связанные с тем, чтобы насытить индийский рынок энергоресурсами, мягко говоря, кого-то сильно не устроили. Я напомню для наших зрителей, здесь было заявление Министерства энергетики Индии где-то года 1,5-2 назад, что Индия, которая будет потреблять в 2025 году 65 миллиардов кубометров газа, к 2030 году их будет потреблять уже 200. То есть тут как бы такие вообще цифры уже очень серьезные. Извините меня, там 130 миллиардов кубов – это вообще уже серьезный кусок мирового энергетического рынка. И тут, конечно, начинаем думать, а кто у нас здесь может выступать в качестве игроков? Первое, ну вот мы прорисовали потенциальные газовые направления, да, газовые газопроводы. Туркменистан. Там на ТАПе закладывали где-то порядка 33 миллиардов кубометров. Иранское направление 22, ну, в принципе, 55. То есть мы, в принципе, уже, так сказать, какой-то кусочек можем здесь закрывать из этих 130 миллиардов, которые у нас образовались. У нас планировал очень серьезным образом наращивать поставки СПГ Катар.
Там есть у них большая программа, сейчас они вырабатывают где-то порядка 70, поставляют, точнее, 77 миллионов тонн природного газа, СПГшного газа на мировые рынки. Вот у них был проект там, до 130 доводить и так далее. Но эксперты говорят, что там 110-120 как бы в потенциале это может быть вполне. Если переводить это на нормальные, как бы, наши классические тысячи кубометров, то у нас получается, что где-то порядка 130 миллиардов сейчас дает Катар, потенциально может давать где-то 180. Но вот у нас, в принципе, еще 50 вырисовывается. Все равно остается еще кое-какие запасы. Вот здесь, скорее всего, встает вопрос уже по России. Вот здесь мы подходим к нам непосредственно. Почему? Потому что, да, возможен транзит через Иран. Это такая достаточно, мне кажется, длинная история. Более близкая история – это, конечно, в случае реализации проекта ТАПИ. Почему? Потому что здесь можно, собственно говоря, бросить вторую нитку, например. Да, у нас есть газопроводы, которые соединяют Россию с Туркменистаном. У нас изначально, как вы, если кто-то вспомнит, начало нулевых, Туркменистан поставлял, собственно говоря, газ «Газпрому». «Газпром» потом его успешно перепродавал в Европу. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Газопровод, так сказать, его можно очень быстро привести в порядок и реверсом запустить российский газ. В принципе, вот вам Россия вышла прямыми трубопроводными поставками на индийский рынок. Таким образом, здесь есть очень серьезный энергетический клубок. Я думаю, что в этой связи визит, там, допустим, эмира Катара в Россию, это вообще была очень неслучайная история. Скорее всего, что-то вот обсуждают на тему того, а как делить-то будем. Дорогой Владимир Владимирович, мы тут вот как бы, и вы как бы заинтересованы, и у иранцев есть какие-то свои там ощущения. Туркменистан в свое время вообще грозился, что мы там будем до 200 миллиардов кубометров производить. Ну, я к Туркменистану отношусь с большой теплотой и любовью, там пусть хоть триллион производят, но на самом деле вопрос заключается в том, что смогут ли они сейчас выйти на новые какие-то уровни. Это связано с месторождением Галканыш. Борис Леонидович Марцинкевич об этом много говорил. Я здесь ничего, так сказать, добавлять особо не буду. На вашем канале это все было. Это можно с этим разобраться. Поэтому клубок очень серьезный. И самое главное, все эти трубопроводы, как вы видите, они идут у нас по земле, что уже немножко нарушает интересы морских держав. Не буду говорить, каких, я думаю, наши зрители уже обо всем, в принципе, догадались. Это первое. Второе, они все идут через Пакистан. Поэтому попадание вот этого газа в Индию, которая в перспективе сейчас может пройти очень серьезный курс индустриализации, стать, в принципе, той страной, которая заместит китайские заводы, об этом очень много говорится сейчас на Западе. А вот тут как бы несколько интересов, я думаю, очень серьезным образом совпало и у нас вспыхнуло. Кому это не интересно точно? Кому не интересно, чтобы эти трубопроводы были построены? Ну, во-первых, давайте будем честны, это не интересно нашим китайским друзьям. Китай здесь вот он совсем это им не нужно, потому что у них свое там очень серьезное противостояние с Индией, есть очень серьезные претензии даже территориальные друг к другу. Для нас, мне кажется, это все покажется немножко странноватым, потому что все противоречия, там сейчас такие будут странные для россиян названия, часть территории штата Аруначал-Прадеш, регион Аксайчин там, и так далее. На самом деле это все гималайское высокогорье. И по-хорошему, как мне кажется, ну, опять-таки, чужие проблемы легко решаются, по-хорошему Пекин и Нью-Дели могли бы сесть, эти горы как-то между собой поделить. То есть там реально высокогорье. Это там 6 тысяч метров и так далее. То есть там особо, так сказать. Но, тем не менее, это напряжение есть. У Китая с Индией очень сложные взаимоотношения. Пакистан находится в зоне, собственно говоря, влияния Китая. Напомню, что существует порт Гвадар, например, и так далее. Это прямые китайские инвестиции. И вот здесь, конечно, китайцам, мягко говоря, не очень интересна реализация этих проектов. Это прямолинейно. А если не прямолинейно? Друзья мои, собственно говоря, вот эти все поставки, например, туркменского газа в Китай, это для Китая чего? Кроме того, что обеспечение энергобезопасности, собственно. Это еще возможность играть с Россией по силе Сибири-2, например. Но если вы будете не очень, так сказать, заговорчивы по цене, мы вот с туркменскими друзьями готовы поговорить и так далее. То есть я подозреваю, что здесь китайский определенный след в этой истории присутствует. Это первое. Второе. Еще раз подчеркну. Все эти проекты, которые сейчас запускаются, это все сухопутные истории.
Катар сейчас не берем. Катар – это британская зона, там это такая отдельно длинный рассказ, лекция на 2-3 часа. А вот все, что касается иранских проектов, российских проектов, туркменских проектов и так далее, это все, собственно, сухопутная зона. И вот здесь в самый нужный момент возникает некая террористическая организация, которая прямо под пакистанскими флагами, чуть ли не разбрасывая листовки параллельно с тем, что убивает людей, на самом деле, так сказать, тут трагедия на самом деле. Она при этом вот все время говорит: мы вот прям пакистанцы, мы прям вот у нас прям пакистанский флаг, вот он, видите, вот пакистанский флаг, мы машем, параллельно расстреливая людей. Это, возможно, вообще операция под, как это называют, операция под чужим флагом. Вот это тоже здесь может быть такой сценарий. Кому и зачем это нужно, вот это более, конечно, серьезный вопрос. Потому что, возможно, здесь необходимость есть закрыть вот этот пакистанский маршрут и тем самым облегчить судьбу, например, тому же Катару. И вот здесь уже катарско-британский альянс, он как-то... Первый, второй момент еще, вот знаете, очень сильно эта операция напоминает то, что случилось как раз 7 октября, вот тогда в Израиле, когда Хамас ни с того ни с сего, вот эти ребята все вдруг так хорошо подготовлены и так далее. Поэтому здесь я подозреваю, что могут быть, я здесь никого не обвиняю, но могут быть какие-то британские ушки тоже немножко торчать. Я не сильно готов здесь видеть американскую какую-то историю. Почему? Потому что американцам, в принципе, сейчас усиливающаяся Индия, она как бы им интересна, потому что им нужно создать некий противоход для тех же китайцев и так далее, и так далее. Немножко обострить ситуацию внутри БРИКСа, вот этой большой евразийской тройки Россия, Индия, Китай. То есть американцам, я думаю, сейчас Индию, наоборот, как-то вот надо поберечь. Поэтому здесь, скорее всего, вот такие два у нас очень интересных направления торчат. Кому это сегодня точно не нужно? Это сегодня точно не нужно, Россия. И здесь я за этим конфликтом слежу особо пристально, потому что нам, в принципе, интересен индийский рынок, нам в перспективе интересен, я отмечу, и пакистанский рынок тоже, потому что на фоне 1,5-миллиардной Индии Пакистан смотрится очень маленькой страной, 250 миллионов человек, это так на минутку половина населения Евросоюза. Понятное дело, что это не премиальный рынок, как у Евросоюза, но слушайте, тем не менее, да, там есть перспектива того, что сейчас регион Южной Азии может достаточно быстро развиваться и, так сказать, поучаствовать в той же самой индустриализации Индии, поучаствовать в индустриализации Пакистана, поучаствовать энергетически в том числе. Ну, мне кажется, России это было бы очень даже выгодно. Плюс к этому у нас, конечно, обостряется вот этот индокитайский как бы аспект, а это тоже нам не сильно нужно, потому что нам нужно сейчас все-таки в Евразии, чтобы была некая цельность и понимание того, куда двигаться дальше. Второй силой, которая, мне кажется, точно сегодня не заинтересована в этом конфликте, это будет, как ни странно, Евросоюз. Потому что вот у этих тоже есть очень серьезная задача, чтобы Индия потихонечку начала развиваться, и они получили какие-то возможности допуска и на индийский рынок, с одной стороны, и с другой стороны, собственно говоря, получить возможность каких-то получения индийских товаров и так далее. В случае, если будут какие-то трения там на американо-китайском фронте и так далее, потому что Европа сейчас будет маневрировать между этими двумя большими центрами силы. Так что мы вот получаем такой, Максим, достаточно сложный многослойный пирожок. Там есть еще масса внутренних аспектов, внутрирегиональных, там взаимоотношений между Афганистаном и Индией, которые вызывают вопросы в Пакистане и так далее, и так далее. Это уже немножко более такой политологический анализ, у вас все-таки канал про энергетику. Но здесь вот эти вот аспекты, связанные с энергопотоками и с логистикой, большой евразийской логистикой, как мне кажется, здесь эти уши торчат просто, вот что называется, их можно обнаружить на раз-два. Почему? Потому что никому сегодня из внешних сил не интересно, чтобы вот эти контакты по линии север-юг и так далее, чтобы все это потихонечку развивалось в нужном направлении. Здесь должна быть территория хаоса. И отчасти, еще раз скажу, возможно, здесь есть еще вот китайский какой-то определенный след, потому что китайская дипломатия здесь тоже, они вот как бы все дружим, все очень сильно любим и так далее, но при этом как-то немножко ослабить своих соседей, с которыми, опять-таки, как в ситуации с Индией, есть вопросы. Ну, тут тоже могут быть определенные такие элементы. Это если вот вкратце отвечать на ваш вопрос по тому, что сегодня мы видим в этом регионе. И самое главное, да, собственно, я думаю, то, что волнует сейчас всех людей,
Чем закончится? Я напомню, что у нас в конце 90-х Индия и Пакистан вообще стали ядерными державами. Где-то на двоих у них примерно 350 боезарядов ядерных. Это очень неприятное количество. Это, конечно, несопоставимо ни с российскими, ни с американскими арсеналами, но учитывая небольшую площадь обеих стран, у нас Индия – это 1,5 миллиарда, конечно, населения, но при этом я отмечу, что эта территория чуть больше нашей Якутии, там 3 с небольших миллиона квадратных километров. Потери там могут быть безумные просто, не приведи бог, я этого не желаю ни индийскому, ни пакистанскому народу через это пройти. И я подозреваю, что сегодняшняя эта эскалация, есть понимание и в Нью-Дели, и в Исламабаде, что доводить до греха не нужно. Потому что это отбросит. Пакистан это, скорее всего, просто уничтожит. Там просто площадь территории не такая большая, площадь страны не такая большая. А в случае с Индией это будут просто невосполнимые потери. В Индии огромное количество миллионников городов-миллионников, и падение этих ядерных бомб, это катастрофа. Поэтому то, что сейчас происходит, да, была эскалация, вот в конце, собственно, у нас, получается, в середине этой недели была эскалация, где-то там у нас выпадает на 6-7 мая. У меня такая гипотеза, что это, собственно говоря, был пик вот этого конфликта. А что получилось? Индия должна была как-то ответить на теракт. Она удачнейшим образом разбомбила все лагеря, которые есть, значит, у этих террористов на территории Пакистана. Пакистан в ходе вот этого ответа на индийское вторжение позбивал там какое-то безумное количество истребителей и так далее. Плюс к этому здесь вот специалисты по Индии, сегодня буквально читал, они очень сильно удивляются, там какой-то был сумасшедший воздушный бой между индийскими и пакистанскими ВВС, истребителями. В общей сложности 125 истребителей участвовало, чуть ли не одно из крупнейших воздушных сражений 21 века. При этом как-то истребители находились в 100 километрах друг от друга. Но при этом там, конечно, все... То есть я к чему это все говорю, что, скорее всего, сейчас обе стороны стараются показать для внутренней аудитории, что мы лицо сохранили, решающий ответ, вот он за нами, дальше открывайте скобочки, ставите пакистанцами, либо индийцами, кому как больше нравится. И я подозреваю, что они тоже здесь пытаются из этой ситуации как-то выходить, потому что интереса на глобальную какую-то войну все-таки я здесь не вижу. Поэтому я очень рассчитываю на то, что сейчас еще какое-то время мы за всем этим будем наблюдать, будут какие-то, возможно, там еще действия, там все прочее, но, скорее всего, будут все-таки выходить на какой-то более или менее такой вот трек под названием «Худой мир». Руслан, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Геополитбюро. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч.